Представители знака зодиака Водолей. Приветствую вас, Водолей, на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, мы будем с вами реалистами. Любой прогноз не может рассказать о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, какой-то инсайт вы получите. Или свою жизненную ситуацию, может быть, на пару шагов вперед сумеете просчитать. Предположим, если я поступлю таким образом, что из этого получится? Или если я поступлю как-то иначе? Достанем первую карту. Что важно знать, что будет в приоритете на неделю с 13 по 19 ноября для вашего знака зодиака Водолея. Может быть, чем придется больше заниматься? Итак, что важно знать? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Или что может помешать? А что будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, и кто-то скрывает, а может быть, и мы чему-то не придаем внимания, значения. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. И достанем карту совет, подведем итог нашему прогнозу. Итак, что важно знать? Ну, тут у кого-то грандиозные планы, наполеоновские, можно сказать, как раз подходит по тройке жезлов. С одной стороны, все у нас под контролем. У нас сейчас сильная позиция. У вас, мои дорогие водолеи, много информации. Посмотрите, птицы, да, это всегда, ну, как символика, один из символов новостей каких-то или, ну, информационных сообщений. И когда мы нацелены сделать что-то конкретное, но пока еще не приступили, нам человек показан со спины, как будто он повернулся к прошлому уже спиной. Что-то его уже не держит, он свободен буквально. Но и с другой-то стороны, еще пока не время прямо запрыгнуть на этот корабль. Он ожидает, прицеливается, может быть, приценивается, что-то обдумывает, как будто последний штрих. Здесь как карта, знаете, прелюдия чего-то нового в нашей жизни, так и нашей сильной позиции. Повторюсь, прекрасная неделя, как и для самореализации, так и для вдохновения, неожиданности. Давайте посмотрим. Но нам здесь снова паж пентаклей. Это какие-то дела, которым сужден успех и где-то длительное продолжение. Это те дела, которые в последующем, если мы их будем развивать, продвигать, они нам принесут и финансы в том числе. В принципе, это какой-то проект на длительную, какую-то дистанцию, забег, может быть, на несколько лет вперед. Это что-то не однодневное, сиюминутное, а что-то более надежное. По крайней мере, к этому есть стремление. Это не есть сама неожиданность, но может быть как вариант осуществить то, что вы задумали или хотите, как будто есть к этому предпосылка. Может быть, самая такая скромная, начальная, потому что все-таки у нас паж, но тем не менее карта обещает какой-то прогресс наперед. У кого-то это могут быть, может быть, как, знаете, сведения, новости от ваших детей, или вы будете просто заниматься, может быть, неожиданно вопросами ваших детей, может быть, и подросших детей, может быть, это где-то у кого-то из вас будет сопряжено с тратами, у кого-то оплаты за обучение, ну или еще какие-то вопросы с вашими детьми, увязанные с финансами тоже. Не могу сказать, что это неожиданность какая-то такая, ну, из ряда вон или обстоятельства непреодолимой силы. Тут, скорее всего, что-то идет ближе по плану, но разве какие-то нюансы добавляются, которые скорее в плюс. Или вам захочется в целом выбрать из чего-то какой-то проект, который более тоже надежен, на длительный срок, который дает вам профессиональный, предположим, рост или рост финансов. Для кого-то из вас новые способы дохода, может быть, пассивного дохода, такое тоже, может быть, самые разные направления. Чему не время? А вот горячности, какой-то спешки, да, видимо, тот инсайт или то, что вы хотите осуществить, это здорово. Само по себе, знаете, как настрой такой
оптимистично, это тоже хорошо, но с чем-то просчитаться на одном импульсе как будто далеко не уедешь. И рядом у нас паж Пентаклей, рядом с пажом жезлов, да? Если жезлы — это вот именно импульс, а Пентакли — это внимание к деталям, вот какая-то такая более размеренная жизнь. Нет какого-то, знаете, форсирования насильственного. Все-таки все идет своим чередом. Мы не пытаемся что-то тут перекроить, переделать. Вот, видимо, импульсу в принципе не время. Или если есть импульс, то его надо перевести в паж Пентакли, как будто, да, в значение этой карты, и тоже просчитать. Нет, как будто мелочей, все важно. Что будет помогать? Ух ты, Верховный Жрец. Ну, тут могут быть ситуации вплоть до венчания, правда, у кого-то личная жизнь может быть. Или у кого-то ситуация, предположим, личная жизнь, и на самом деле вы какое-то время встречались, может быть, и жили. А здесь мы переводим всегда по этой карте что-то на основательные более рельсы или в какое-то состояние, допустим, которое оформлено юридически, документально или согласовано с высокими чиновниками, как бумаги, как сообщения, или то, что мы говорим нам по судьбе, вот это тоже проигрывается. У кого-то это может быть, особенно, мои дорогие водолеи, если вы преподаватель, да, по этой карте как будто что помогает. Когда мы делаем карьеру, потому что Верховный Жрец — это учитель, это к вам могут обращаться на этой неделе как лицу, который знает, как поступить, как, может быть, сложную ситуацию разрулить. Или когда вы сами где-то можете искать ответ или учиться на чужом опыте. Вот это тоже проигрывается. Значит, если есть какая-то ситуация, которую вам надо прояснить, словно нам просто найти нужную информацию, кто чем-то подобным занимался, где каких шишек набил, где какие грабли нашел, и вот нам предугадать, просчитать, опять же, на пару шагов вперед, чтобы самим вот какую-то ошибку не совершить. Мы учимся на чужом опыте по этой карте, тоже есть такое значение, и в целом это нам все помогает. Ну а для тех, кто действительно преподает, это вы, как какой-то учитель, можно больших высот добиться. Или в целом для вас, что помогает, мои дорогие водолеи, когда мы себя где-то на второй план не задвигаем. Есть вот планы честолюбивые, если у кого-то из вас по тройке жезлов, значит, эту самореализацию, как будто нам карта по Верховному Жрецу говорит, ты обязательно осуществи, потому что это другое качество жизни. Это не то ситуация, не та ситуация или не то твое состояние души, когда ты от кого-то будешь зависеть. А чем выше ты по лестнице иерархии, тебе это тоже будет помогать. Вот и такое значение для вас, Водолея, оно присутствует. Карта Верховный Жрец — это когда по правилам, по праву, по закону, понимаете? Дела, работа, бизнес. Ух ты, шикарная олень с пентаклем на рогах. У кого-то получение денег, у кого-то часто туз. Пентакли проигрывается как колесо фортуны, да. Ну пусть в этой колоде карт он не круглый пентакль, но это всегда карта, словно высшие силы нам помогают. Значит, есть или новость какая-то, или сами буквально деньги, или возможность. Вот все то, что я говорила по этим, наверное, да по всем картам к нам приходит, как начиная оформление документов или согласование каких-то важных бумаг, согласование самих договоренностей или заключение контрактов, соглашений. Наверное, любое дело, какое ни возьми, если мы подходим вот как по Верховному Жрецу основательно, то мы сделаем, совершим все то, что мы наметили. И даже более того, как будто по тузу Пентаклей еще и какие-то возможности. Если мы будем где-то не пороть горячку, будем говорить, да, все-таки по жезлов этому не время, а внимательны к деталям, явно мы увидим для себя еще какие-то прогрессивные возможности на будущее. По тузу Пентаклей это тоже идет. Или какое-то радостное событие, или то, что для нас будет означать больше, знаете, ну, назовите это подушку безопасности, например, да, у кого сейчас с финансами, ну, так себе. Здесь вот реально можно как-то изменить, повернуть эту ситуацию в сторону со знаком плюс. Все-таки Верховный Жрец, то, что нам помогает.
Верховный жрец нищий не бывает. И сама по себе туз пентаклей карта, она где-то ведь тоже о деньгах. Поэтому какую-то денежную ситуацию изменить на этой неделе вы точно можете. Вот давайте посмотрим, что на финансы. Для кого-то буквально я уже устал вкалывать, может быть, на 2 работах или на одной работе, но меня уже все суки выжили. И так тоже может быть. Не совсем о деньгах, хотя по 10 жезлов мы как будто осуществим, у нас хватит сил, как физических, так и где-то душевных, выдержать, может быть, и напряжение эмоциональное какое-то, может быть, и работать буквально на 2 работах. Но все-таки карта говорит, с чем-то надо определиться. Вот смотрите, правда, ну тут можно задуматься, и с учетом, кстати, пажа Пентаклей, ведь это где-то, ну, такой намек в сторону, может быть, своего личного дела, какого-то ремесленничества. Почему нет? Когда мы работаем сами на себя, когда мы собственной жизни сами хозяева. И тройка-то жезлов, она тоже об этом говорит. Значит, для вас, водолеи, ну вот как-то надо продумать стратегию. Либо я делаю карьеру, вот если так подвести, да, итогом. Либо пусть это будет какая-то маленькая ступень, но наверх. Как будто в этом заключены ваши финансы или финансовый рост, денежный рост. Вот на этой неделе что-то можно сделать такое для себя значимое. Или действительно подумать, а не заняться ли мне каким-то вот тем ремеслом, ведь практически каждый из нас умеет делать что-то хорошо. Или в какой-то области вы как эксперт. Может быть, следует добавить вот ну что-то по зарабатыванию денег, вот то есть дела, работа, бизнес, финансы. В этой области есть возможность уйти от 10 жезлов, вот как нарисован человек, который перегруз нам уже показывает буквально, и более вот в такую позицию, как по верховному жрецу. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни маг. Ну, тут не совсем про любовь. Вообще маг и любовь – это нет. Тут скорее маг, скорее это как манипуляции, правда? Или если у вас, вы, допустим, в паре, неважно, оформлены отношения или нет, вы все равно можете сделать все так, как вы хотите. У вас очень сильная позиция, на самом деле так, на этой неделе. И знаете, тут главное не проблагодушествовать, как-то использовать предоставляющиеся возможности. Безусловно, от наших действий все зависит. Если мы где-то пойдем по накатанной колее, то все останется без изменений, факт. Но если мы имеем какие-то честолюбивые планы, реализация определенно будет. Пусть результат мы не на этой неделе получим, но, хотя кто-то и получит, вполне вероятно, но мы какой-то свой вопрос словно продвинем в решении. Определенно для себя мы почувствуем, что как лед тронулся, что-то меняется именно в сторону моих желаний, моего качества жизни, того, что я хочу совершить или самореализоваться, как будто. Все-таки маг, он следует своим путем, идет, да, и своим желаниям. Но эти желания, они обоснованы. Они, безусловно, идут не просто от какого-то импульса. Нет, он продумывает в деталях, в мелочах. Он как будто не имеет права на ошибку. Вот такое внимание, наверное, как к своим возможностям. Как будто мы не должны что-то сделать, знаете, как ну, в старой колее или по привычным каким-то методам пойти. Помогу здесь всегда какой-то альтернативный вариант. Ну, их, безусловно, у каждого по-разному. Давайте мы посмотрим карту совет. Мне очень интересно. А вот здесь нам про любовь. Поэтому тот, кто в паре, вполне вероятно, знаете, вот, наверное, как Венера в весах, новые грани чувственности и новая алхимия близости. У кого-то даже в паре, знаете, гармоничные отношения, словно узнать друг друга заново. Бывает такое. Даже нам казалось, что мы ничего уже друг о друге не узнаем, но тем не менее, вот какое-то возрождение чувства, оно возможно. Или ведь эта карта не страсти, нет. Посмотрите, она достаточно холодная карта, но это карта надежности. Это те отношения, когда мы чувствуем друг друга, понимаем друг друга без слов. У вас это выпадает на совет. Поэтому, если такие отношения есть, берегите их, это точно. А для тех, кто один или одна,
Значит, есть возможность такие отношения построить, значит, нужно продумать какую-то свою стратегию, тактику действия, мои дорогие водолеи, чтобы это произошло в ваших силах. Если вы один или одна, каким-то образом изменить эту ситуацию. Но именно от ваших усилий будет зависеть, смотрите, у нас влюбленные как бы, да, изображены, и как раз вверху верховный жрец. Вот по судьбе, как будто будет вам ваша судьба, вселенная, пространство, назовите как угодно, помогать, чтобы водолей был счастлив. Давайте посмотрим, что скрыто. Тут действительно что-то по справедливости. Я, конечно, могу предположить, у кого отношения, ну, уже фактически, де-факто их нет. По аркану справедливость вы можете подводить итоги и оформлять что-то де юре. То есть уже у кого-то может быть и вопросы развода. Но именно, наверное, потому, что хочется вот этой искренности, понимания в отношениях и желание построить что-то, ну, более долгосрочное, более надежное, более теплое, радостное. И у кого-то как раз может и проиграться, что, как мы говорим, любовный треугольник, прежние отношения закончились, а новые они уже есть. Но они, может быть, где-то в тайне, а я уже не хочу, я уже хочу наоборот больше ясности, я хочу не прятаться где-то, да, а я хочу именно выстроить счастливую пару, счастливую личную жизнь. У кого-то такое может быть. С другой стороны, по аркану справедливость мы должны быть честны сами с собой. Здесь нет чего-то, что от нас нарочито скрывают. Но мы сами можем где-то одеть розовые очки. И поэтому, или наоборот, удариться в какую-то ненужную философию до бесконечности и каких-то себе сомнений настроить и начать искать вот эту черную кошку в темной комнате. Вот этого не следует тоже делать. Ни в одну, ни во вторую сторону, как будто с перевесом, да, чересчур. Делать ничего не следует. Вот честность и та ситуация, которая у вас есть. И как раз ваш иррациональный ум, вы умеете мыслить не так, как все. Есть возможность вот эту самую алхимию любви создать. И неважно, в паре вы один или одна, или отношения, может быть, у вас, когда вы не сумели договориться, вот на этой неделе тоже в вашей власти. Что бы вы ни задумали, главное продумать план действий, и все у вас решаемо. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.